Вам тоже надоело вставать и тратить силы на ходьбу? Давно пора купить Blink Dagger Саман Маркета и перемещаться с помощью телепортации. Моя жизнь стала намного проще. Так что советую вам скорее использовать промокод «Дай денег», получив большую скидку в магазине с игровыми ништяками. Переходите туда. С недавних пор я нахожусь в не совсем нормальном состоянии, ведь с классической и чилловой музыки я перешел на MSX FM. Но я все же постараюсь запилить для вас, любимых, адекватный ролик по доте. Да уж, давненько я не спускался в этот подвал. Говорят, что здесь все затопило, рейтинги падают, пизда рулю, да еще и новых героев добавили. Все это время я беззаботно рубился в первую доту, жил и не тужил, но как же я мог забыть об этой прекрасной игре? Что здесь нового? Ну, в принципе, самое главное это вот эти две странные субстанции, значит, феечка и броненосец. Скорее всего, вы уже знаете, что это за герои и какие у них способности, а если нет, то я хотел бы пожать вам руку и сказать: закройте нахуй это видео, пока не поздно, у вас еще есть шанс стать полноценным человеком. Ну, короче, говорить об обновлениях я не стану, это все равно, что записывать гайд о том, как правильно мастурбировать в экстремальных условиях. Интересно, но играть в доту тоже не буду, я пока еще не настолько конченый. А вот что хотелось сделать, так это рассказать вам о по-настоящему новом герое, которого разработал, вырастил и воспитал лично я. Проще говоря, это мой сын. Его зовут Апездал. Да, он выглядит немного неординарно, но кто вы такие, чтобы судить его? Сначала выслушайте его историю. Когда-то давно Апездал принимал участие в войне древних, но в один роковой день всех его друзей и родственников засосало в Блэкхолл Энигмы. После этого он не мог сражаться и стал обычным деревенским парнем, который сажал картошку на огороде. У него появился кот Дмитрий. Апездал очень сильно привязался к нему и любил это пушистое создание больше всего на свете. Однажды, сажая очередную порцию семян картофеля, Апездал сделал резкий взмах лопатой и не заметил, что сзади него сидел любимый кот Дмитрий. В тот день бедный кот скончался от сильного удара лопатой по голове, а Апездал стал сам не свой. Он взял эту лопату как оружие, назвав ее «Смертельная лопата смерти», и вновь отправился на войну древних. Не переживайте, я тоже плакал, когда писал это. Так, у него главной характеристикой будет, конечно же, сила. Вот его оружие, так называемая смертельная лопата смерти. И давайте перейдем к скиллам. Я решительно заявляю, что пришло время двигаться к светлому будущему. Вон уже в Бостоне роботов научились сальтухи крутить. Поэтому нужно идти в ногу со временем и интегрировать голосовой чат в игровой процесс. У всех игроков есть микрофоны. Люблю сосать. Так что это не проблема. И первый скилл Апездала будет именно такой. Волна печали. Апездал скорбит о погибших товарищах и материализует свой гнев в виде разрушающей волны, которая настигает всех противников на своем пути в радиусе 700. Смотрите, в чем идея, значит. Скилл наносит количество урона на последнем уровне от 100 до 2000 в зависимости от того, как сильно человек будет орать в микрофон. Или вот более продвинутый вариант механики. Нужно вытянуть какую-то определенную ноту и держать ее, например, 3 секунды. Отсоси! Ну, знаете, такой гибрид доты с караоке. Бомба просто, играть станет одно удовольствие. Второй скилл должен давать мобильность, иначе это не герой, а залупа. Итак, бурение скважин. Апездал выкапывает яму и попадает в подземный мир, из которого в любое время может вылезти. Звучит непонятно, но я сейчас объясню. Видите, вот эта карта доты, значит, да? Сейчас мы опустимся чуть ниже и... Опа! А нихуя что тут и нет. Нехорошо получается. Так почему бы не создать подземный мир специально для нового героя? Такое небольшое, размером с карту доты, царство Апездала, где он может фармить и делать все, что хочет. Вот доте нужны именно такие инновации, а не вот эту хуйню, что они там вводят. Предметы какие-то, абсолютно унылые и неинтересные герои, ну кого этим удивишь, ей-богу. Третий скилл пассивочка, чтоб персонаж был не таким сложным и молодые игроки его часто пикали. Продал душу дьяволу. Каждый раз, когда Апездала атакуют, есть 25% шанс того, что у врага на полэкрана откроется мини-игра с кейсами, и чтобы ее убрать, нужно как
как можно быстрее открыть кейсов на 5000 рублей. Ведь все мы знаем, что Dota 2 была создана именно для этого, так что хули церемониться, нормальный скилл. Ну и ультимейт, призраки прошлого. Опездал призывает своего кота Дмитрия с того света, и все враги в радиусе 3000 начинают выкидывать свои предметы на пол и уничтожать их. Еще у Опездала будет такая фишка. Каждый раз, когда он умирает, игра автоматически становится на паузу для того, чтобы почтить его память минутой молчания под похоронный марш. Вот такой вот получился герой. По моему скромному мнению, лучше всех, которые выходили за последние 6 лет. И чтобы он наверняка появился в доте, то нужно, конечно, заспамить планету Земля вот этим тегом. Give Опездал. Так что теперь все зависит от вас. Ну а мне пора сваливать. До скорых встреч. Out to the email crew, msxfm@movieshana.com. Yeah, you have direct link up with us. Frontline crew, hold number 747-114-553. Yeah, shot dedication.